Ну вот, друзья, наша чимчи уже на тарелочке. Как красавица. Вкусная, хрустящая, малосольная, слабокислая. Такая вот квашеная чимчи. Очень полезная. Друзья, всем огромный привет. Вы на канале Игорь Вкусно и Быстро. Сегодня я хочу вам показать, как я готовлю кимчи из белокочанной капусты. Для этого нам потребуется, конечно, такой вот красивый вилок капусты. А также приправу, которую я делал, показывал на канале, канкочи. Сначала мы капусту разрежем на 4 части. Будем заливать соленой водой. Узлук будем делать из крупной соли. Будем заливать чистой водой, солью на 3 суток. Затем достанем эту капусту и обмажем листья вот этой вот вкусной приправой канкочи. Рецепт есть на канале. Будем делать кимчи из белокочанной капусты. Я напомню вам, что кимчи — это корейское блюдо. Оно готовится из пекинской капусты, но когда нет пекинской капусты, можно приготовить из белокочанной капусты. Это очень вкусная закуска корейская, бюджетное, недорогое блюдо. Так, друзья, берем нашу капусту и разрезаем ее на 4 части. Разрезали и будем готовить рассол для капусты, который мы зальем в кастрюльке большой. Друзья, уложил я качанчик капусты в кастрюльку. Сейчас приготовим рассол и зальем. И отправим на 3 дня при комнатной температуре. Друзья, вот я отмерил 2 литра чистой воды. Даже на весы поставил. Добавляем сюда 2 столовые ложки крупной соли с небольшой горкой. С такой горкой. И тщательно все перемешиваем. Растворяем соль. Друзья, растворили соль и заливаем этот узлук, рассол в нашу капусту. Друзья, если у вас большой качан капусты и большая кастрюля, значит вы делаете 3 литра воды и 3 столовые ложки соли с горкой. Вот так. Рассол должен покрыть капусту нашу. Можно еще придавить блюдцем или тарелочкой. И оставляем на 3 суток. Через 3 суток будем показывать, как продолжать делать, готовить нашу кимчи по-корейски. Накрываем тарелочкой. Открываем крышечки. Все, 3 суток. Так, друзья, прошло 3 суток. Вот так наша капуста просаливается. Вот такой у нее цвет уже мутный, такой вот рассола. Но я попробовал на соль. Такой рассол солененький. И запах идет уже от нее как кимчи. Чимчи уже пахнет. Сейчас эту капусту нужно промыть холодной водой. Все, вот они наши качанчики. Сверху я листья еще положил. Вот эти качаны нужно промыть в холодной, в чистой воде. И будем обмазывать нашу капусту приправой канкочи. Это смесь острого перца и сладкого красного перца. И много чеснока. Эта канкочи должна быть соленой. Для долгого хранения ее нужно хорошо посолить. И хранить ее в холодильнике. Она может даже 2 года храниться. Но я столько ее не делаю для того, чтобы ее долго хранить. Я делаю столько, сколько нужно, и мы ее буквально за недели-2 вот такую острую съедаем. Приходится новую делать, свежую. Поэтому нет смысла хранить ее 2 года. Вот так, все, поехали, друзья. Промывать капусту. Будем делать очень вкусную закуску чимчи из белокочанной капусты по-корейски. Друзья, вот я промыл эту капусту, которая у нас солилась 3 суток. Сейчас я хочу ее
порезать помельче, для того, чтобы намазать ее. Потому что такие большие куски капусты хорошо не промажешь. Вот хотя бы вот на такие полоски. Да. Черешку убрать лишнюю. Хотя бы вот на такие полосочки. Такие вот, пореженные. Это напополам можно. Так вот. Друзья, и сейчас самое простое — намазать нашу всю капусту просоленную канкучи. Вот так вот понемножку. Много не надо. Обмазать каждый лист. Вот так. Между листьями все промазать хорошо. Да. И здесь также сверху все намазать. Друзья, сейчас нам нужно сделать рассол, чтобы залить нашу чимчи еще рассолом. На литр воды я беру большую столовую ложку соли. Большую. С горкой. У меня канкучи приправа, она немного соленоватая, поэтому я беру только одну ложку. Нужно взять большую ложку, но с горкой, на литр воды. Если у вас приправа канкучи мало соленая, значит вам нужно взять 1,5 ложки соли. Так. Она должна быть с горкой. Хорошо размешиваем. Так, друзья, сделали рассол. Сейчас заливаем нашу чимчи рассолом. Я много не буду наливать, потому что я хочу ее еще придавить. Лишний рассол я не хочу сюда лить, чтобы был насыщенный вкус у меня чимчи. Вот столько хватит. Нужно придавить сейчас грузом, поставить тарелочку, сверху тарелочки какой-то груз поставить, передавить ее и оставить еще на сутки, на двое. Я думаю, что через сутки уже можно ее кушать спокойно. Она будет малосольная, вкусная. Хорошо проквасится. Такая красота у нас получается. Сейчас накрываем тарелочкой ее. Посмотрим, как жидкость, сколько жидкости у нас будет рассола. Если не хватит, добавим, значит у нас еще есть рассол. Нет, у меня все нормально. Посмотрите, сколько рассола. Вот так она должна покрывать рассолом нашу капусточку кимчи, чимчи. Вернее, чимчи, это не кимчи. Чимчи из белокочанной капусты. Вот так. Поставим груз. Накрываем крышкой и оставляем еще минимум на сутки. Можно и на двое. Друзья, прошли сутки с момента, как мы намазали нашу капусточку приправой корейской канкучи. Давайте посмотрим, что у нас здесь получилось. Я уже ее попробовал, она с маленькой кислинкой, малосольная. Ой, какая красота здесь. В рассоле вся. Острота тоже в меру у нее. Друзья, те, кто любит, чтобы покислее было, можно еще оставить ее на сутки. Я же ее сейчас отправлю в холодильник. Сейчас я ее выкладываю на тарелку. Посмотрим, как она смотрится. Посмотрите, какая красавица. Аромат идет, ну, просто прям как на рынке у корейцев. Друзья, это просто какое-то чудо. Ее, конечно, можно порезать потом порционно. Так вот, пока я ее такими большими кусками уложу. Вот так вот. Вот посмотрите на это чудо, на эту красоту. Просто обалденная капуста, обалденная, друзья. Готовьте обязательно.
Это даже для здоровья полезно. Сейчас нужно обязательно профилактику делать от простудных заболеваний. Просто обалденная капуста. Обалденная. Кимчи, скорее всего, да. Ну вот, друзья, наша чимчи уже на тарелочке. Красавица. Вкусная, хрустящая, малосольная, слабокислая, такая вот квашеная чимчи. Очень полезная, друзья. Да еще в кастрюле у меня очень много осталось. В рассоле она. Так я покажу вам. Просто обалденно вкусная капуста и полезная. Так, попробуем. Какая хрустящая. Да, как квашеная капуста, у нее кислоты столько. Я думаю, сутки достаточно. Если у вас температура комнатная больше, чем 25, я думаю, сутки хватает после того, как мы намазали ее приправой канкачи. Обалденно вкусная, слабоострая, малосольная. Как она хрустит. Друзья, спасибо вам, что вы были на канале Игорь Вкусно и Быстро. Готовьте чимчи из белокочанной капусты, если нету пока пекинской капусты. Будьте здоровы, всего вам доброго, не болейте. Готовьте чимчи.